Всем привет, ребятки! И сегодня у меня невероятный эксперимент. Я хочу поиграть былинными картами в 1 на 1 на дороге. Ну, конечно же, ладно, пожертвую тем рейтингом, потом догоню. Итак, что я взяла? Клещ, жаба, гравитация, бомба. Ну, конечно же, да. Но я взяла, конечно, птенцов огненных. Ну, как без них? Я вообще без них, как без рук, да? Не могу. Но, в принципе, для меня вообще вся эта колода большой эксперимент, поэтому попробую, протестирую и решу, есть ли смысл в былинках и полностью их компоновать как колоду из былинок или нет. Итак, Big Frost. Ну, он, конечно, слабенький, идет бамбоголи, но все-таки заморозить его удалось. Так, ядерная молния. Морозилка. Ну, прям целое поле былинок. Бери не хочу, называется, да? Ну, все, что было, то и взяла, как говорится. Так, ну, видите, как бы Big Frost, конечно, у меня не прокачанный, слабенький. Что ж он там совсем еле-еле. Ну, посмотрим. Так, жаба даже не дошла. Ну, все, не выдержала она. Ну, гравитация. Я и вообще не играю, ребята. Big Frost'ом в 1 на 1 я тоже вообще не играю. Ну, то есть, сами понимаете, да? Эксперимент по полной программе. Ну, а что делать? Ну, ничего, нормалек. Смотрите, как пока все идет нормик. Против меня клан Иллюзия 20 века. Вот, сейчас посмотрим. Ну, потеряю трофеи, ну ничего, потом возьму свою основную колоду, да и догоню. Да, ерунда, плевать. Так, ядерная, хорошо. Мне нравится ядерная тем, что он... Куда ты полетела, гравитация? Ну, что такое вообще? Вот это мне не нравится. Так, ну, бомбочки уже сейчас на пределе, почти не можно не бояться. Ну, конечно же, бабка против Big Frost. Ну, это же вообще цирк. Посмотрите, Big Frost вообще умер. Все. Он вообще... вообще, где его польза? Так, ману взяла. Угу. Так, хорошо. Бамба-голем дойти до меня не может. Это меня радует. Видите, тяжелая колода, в принципе. Ай-яй-яй, бомбочки, бомбочки. Ну, жаба, ну зайди. Не зашла жаба, ну капец. Видите, 24 уровень, ну, держу, Big Frost, держишь ты морозильный холодильник, ящик со льдом. Так, ну, отбиваю, ну, да, хоть что-то я ему забила. Ну, во-первых, тактики у меня тут никакой нет, потому что, ну, колода для меня никакая, вообще незнакомая, не отыгранная, ну, никакая вообще. Капец полный. Я просто бросаю вот, ну вот, по наитию, да, ну что я думаю, то и бросаю. Жаба-то зайди ты, да! У-ху! Ура! Все, повезло. Ну, повезло, реально. Вот 1-0 еле вытащила просто. Спасибо моему сопернику. Просто вот реально. Ну вот, заберу тут, что тут есть. Так, о, исцеляющая бутылка, кстати. Кстати, говорят, очень хорошо прокачать исцеляющую бутылку. Так, сейчас я соберу, вот мне даже награды. Видите, я ими не играю, этими клонами. У меня они вообще, вон, первые шаги достижения. На 24 уровне Виолка. Первые шаги собирает. Класс. Итак, другая колода. Так, про бутылку, да. Про бутылку, значит, бутылку собрать. И потом поставить на нее руну вот этого замораживающего эффекта. И получается у тебя клон сосулька, только дешевле в мане. Берите на заметку. Вот хорошие люди написали в комментариях, видите, вот такой полезненький совет. Итак, смотрите, тут уже колода смотритель. Клещ. Ну, я, как обычно, промазала. Мне клещом вообще нельзя, наверное, играть, потому что с моим метким глазом, ну, это просто абсурд. Не надо! Так и закинул, представляете? И я башню вот такую поставила, монстр.
Башня монстр. Ну а что? Виола играет былинными картами. Это же равносильно монстру, понимаете? Смотритель сдохла на первой секунде. Ну ж какой от нее толк вообще без прокачки? Вот вообще, пока она слабая, ее вообще нет смысла брать, эту смотрительницу. Потому что она и слепая, и глухая, и немая, и все вместе. Ну вот вообще без толку. Нет, сейчас взорвется бомба, мне залетит. Нет! Ладно, лоханулась, так лоханулась, что поделать. О, смотрите, у него тоже Big Frost. Но он замерз. Ну и хорошо. О, сейчас пока он не двигается, я попробую попасть. Попала? Ай, это он застрял там. Его сейчас... Ай, клеща сейчас убьют. Да ну, зайдет? Нет, не зашел. Видите, я даже в темноте вижу, что нехорошо. Что это полный отстой вообще какой-то. С этими былинками. Ну все, мне хана, смотрите, ну просто. Так, ладно, молния, спасай меня. Молния замерзла. Я согласна, что Big Frost, подтверждаю, Big Frost прокачанный, очень даже хорошая карта, я вам скажу. Его можно прокачивать, потому что он альтернатива, ну, летел мой клещ, летел, куда летел, никто не знает. Короче, он альтернатива кузнечнику. И это есть хорошо, потому что кузнечище просто бьет, да, у него хороший молоток, он мощный. Он тяжелый, он закрывает от комбо, может закрыть. Ну все, смотрительница вообще глухая. Вот. А Big Frost, тот же кузнечник, только у него еще лучше функция. Он мало того, что бьет и может бомбы докинуть, он еще и замораживает соперника. Вот это крутяк. Ну закинь, ну что, 1-0, ребята, он выигрывает. У меня 6 секунд, 5, я не успеваю. Ну чем я забью? Вот чем? Комбо никакого нет комбинации. Все, чем я, клещом забью. Ну все, профилонила. 1-0. Поражение. Все, не беру такую колоду, не нравится. Смотритель слабый, не прокачанный, вообще бессмысленно брать вообще. Она и так на поле мало. В общем, не рекомендую эту колоду. Так, беру следующую. Беру следующую уже в комбинацию со своими любимыми картами. Тут хотя бы паук у меня есть тут. Ладно, Big Frost оставляю. О, паук зашел. Отлично. Я дождалась, пока он потратит ману, и выпустила паука. Ему нечем было крыть. Это круто. Отлично. Так, пилу, давай. О, есть. Прибил. Хорошо. Так, трамплин. А что трамплин против Big Frost? Это, конечно, серьезно. Да, вот, давай, моя дорогая, закидывай. Да ну ты, фу ты, ну ты. Не закинула, вы представляете? Ладно, давай, хватало, неси. Неси в башню. Веди себя хорошо. О, куда бомба, нет. Отлично. Против меня, видите, клан такой, No Tribe. Клан без клана. Классное название вообще. Да нет, ну что это за замораживание такое? Вы видите, морозильник заморозил часть птицы, а часть таки залетели. Ну и, конечно, башня тотем, но обязательно. Так, он комбо делает с пилой. Нет. Видите, берите на заметку, смотрите, кластерная бомба и пила. Очень даже интересный вариант. Так, вот заодно протестирую колоду и подсмотрю еще варианты, чтобы знать наверняка. Видите, он бомбы закидывает, морозильник. Он все равно их закидывает, ну как бы он прет и бьет молотом. Он у меня слабенький, поэтому он не дошел. Но если бы он был хорошо вкачанный, то, я думаю, сопернику не поздоровилось бы. Давай, заходи. Отлично. Вот так хорошо. То есть Big Frost, в принципе, хорошо. Получается, у меня сейчас Big Frost вместо маньяка я поставила. Но при этом сохранила хваталу паука. Ну давай, ну додержись, ну доживи ты до конца, хоть бомбу закати. Да, ура! Наконец-то додумался, дошел. Перемороженный этот чувак. Ну, отлично. По крайней мере, он свою функцию выполнил. О, давай, лети.
Не долетела. И куда не долетела? О, отлично. Мне удалось отбить хорошо. Так, а ну-ка. Ой, так. Разбить. А, эти птицы, ну... 2-1, немножко осталось. Давай, побеждай. Бомба, залетай. Давай. О, победа. Но было бы эффектнее, да, если бы бомба таки закатилась в башню, было бы ярко, было бы красиво, было бы вообще 3-0. 3, сколько там? 2, я не заметила, ну, не важно. Ладно. Такой вариант колоды берите, можно брать, можно выиграть. Ну, по крайней мере, я могу выиграть, да? Ну, как вы там уже такое. Ну, конечно же. Давайте попробуем вариант, работает ли колода из былинок. Такая тупо вся зеленая, знаете. Вот смотрите, клещ ядерная, морозильник этот, дядя морозильник в смысле. Биг Фрост, жаба, гравитация, морозилка по полной программе. Ну, сейчас посмотрим, как оно работает. Ну, ладно, клещ сработал, гравитация на месте, жаба идет. Ой, выпустили виолку против меня. Так, ну, вот классно, да, виола против виолы, вообще жестко. Ну, я думаю, что все же мои подписчики знают, как минимум, да, что электромант — это виолка, да, что разработчики сделали ее по моему подобию. Ладно, я думаю, что почти все знают уже, ну ладно. Ну, вдруг кто-то не знает. Я же могу похвастаться иногда, правда? Приятно все-таки, когда свой клончик есть. Ладно, смотритель, ну, как бы смотритель. Ну, вы поняли, да, что я думаю по поводу смотрителя. Лучше уже виолку тогда брать. Так, сейчас я попробую попасть ей в ее прическу. Классную. Так, о, еще и рыцарь вышел. Ну, вообще печаль. Ну, вообще, гравитация. Ладно. Ну, тут у меня вообще, честно, получается, если берешь все былинки, то у тебя, получается, колода называется недоделанная. Почему? Ну, потому что недоделанная. Вот смотрите, комбо практически нечем делать. Ну как, можно сделать, конечно, ядерной морозилкой толкнуть бомбу. Надо подбирать бомбу, тогда надо тренировать комбо. Потому что, по сути, бум-бот, бум-ракета, тут нету этого. То есть, это что ж такое ядерная? То есть вот выходит смотритель, да, выходит ядерная и виолка, и все. И смотрителю вот по сути капец. Смотрите, раз, и все, и нет смотрителя. И все. И получается бомбы уже закатить. Чем я бомбы закатывать буду? Разве что только Биг Фростом. Вот, хоть ману взяла. Вот сейчас идет этот рыцарь. Ладно, рыцарь. Рыцарь! Добейте его кто-нибудь. О, все, отлично. О, жаба зашла. Боже, жаба зашла, неужели? Но все равно, вы смотрите, 0-0. Я не могу нанести почти ни одного удара. Ай, нет, он мне наносит удар, и он один уже очко, и очень мало секунд остается, ребята. Смотрите, почти... Ай, ну смотрите, но она же сдохнет сейчас через 2 секунды. Ё-моё, а у меня всего 7 секунд. Печаль, печаль. И что? И куча клонов. И что? На что мне бросать? Все, время закончилось. Ну вот и все. Вот вам зеленая красивая колода из былинок. Не работает. Все. Полный фуфло полное, ребята. Что я могу вам сказать? Я вам сказать могу следующее. Первое. Значит, клоны как минимум должны быть рабочие и прокачанные. Тогда в них какой-то смысл, иначе на первых 2 уровнях они вообще тупиковые. Второе. Былинные клоны нужны для того, чтобы усилить и дополнить вашу основную колоду. Ну, то есть, понимаете, да? Оно все работает в паре. Здесь не работает по одному что-то. Это команда клонов, и это командная работа. И вариант собрать тупо одни былинки, и якобы ты типа сильный, нифига ты не сильный, вообще полный отстой. Все, былинки для того, чтобы усилить вашу колоду, получается, но никак не являются основой игры. То есть основа игры из разных клонов. То есть выиграть можно и колодой без былинок, по факту, можно. Абсолютно спокойно ей играют многие игроки, делают комбо и выигрывают очень сложные игры. Ну, то есть мой вывод вот такой.
Кто согласен, кто не согласен, пишите свои мысли в комментариях, будем обсуждать. Но вот, вот это класс. Смотрите, против меня Dark Knights клан, да, какой-то король Бэдланда, нифига себе заявочка. Кинг Бэдланд, король Бэдланда на 17 уровне. Вот это я понимаю подход к игре, да? Прикольно. Так, рыцарь, надо тебя зашибить вообще как-то. А то же он забежит, он же куда? Комбо вы видели какое? Молодец, хорошо, хорошо. Король Бэдланда. Буду знать, знакомый, рад знакомству. Вышла Виолка, встретилась с королем Бэдланда. Никогда не встречала, но теперь буду знать. У него еще, кстати, башня Бэттюб, которая под Виолку делалась. А, не, какая Бэттюб? Вот это я туплю. Это же новая корпоративная башня Фрогмайнда. Нифига себе. А, что-то я попуталась. Это куда ты бежишь? О, я попала в рыцаря, ура! Каким-то чудным образом. Вот, его прибили. Ну, хорошо, что он ко мне не зашел, понимаете? Ой, ну, на последней секунде бомба уже сдыхала, вы представляете, повезло. Так, ну давай, лети, ну не успеешь. Успел, ладно. Сейчас я подумаю. Ой, ну тут опять рыцарь, бомбот уже не вариант, надо попасть клещом. 2-0, и вот 2-0, ну давай, есть, отлично. Ай, о, да, ты его активировал, чувак, все. Побежал к тебе рыцарь, король Бэдланда, смотрите, класс! Вот так былинки лучше работают. Ну, то есть вы для себя должны понимать, что основа вашей колоды. Это не всегда должны быть былинки, да? Основа вашей колоды, она состыкована с вашей тактикой. Вот, так, давайте заберем яйцо. Что тут такое? Сейчас посмотрим. Трамплин, голем, хорошо. Собака это даже. Близнецы, фуфло, ладно, пусть будут. Они мне не надо, но пусть будут. Но голем это хорошо, это интересно, просто приятно, да, вот такой большой, красивый голем. Вот это шара прилетела, ребята, мне рыцарь выпал, причем из верхней части пропуска, то есть из бесплатной, мне выпал рыцарь. Вы представляете, крутяк? О, я его сейчас прокачаю. Так, хорошо, здоровье уже 1200, урон 500. Так, хорошо. Так, ну это же надо же теперь его опробовать. Так, нафиг клеща этого долбаного, я все равно им не могу играть. Давайте с рыцарем. Вот, ну что, у меня есть две былинки, да? Что-то морозильник и бомба. Вы, кстати, обращали внимание, что у рыцаря есть такой вот, есть значок, уровень самого рыцаря. И вы видели, что там урон башни 1100, плюс еще 550 и здоровье 1300. Это говорит о том, что когда он без доспехов, то есть остается только кавалер, а не рыцарь, он наносит 1100 урона в башне. А если она мигает, еще больше. Поняли? То есть, по идее, ваша задача запустить голову рыцаря в башню соперника. Короче, он когда голый, он намного страшнее. А вы такой прикол знали? Ну, вот теперь будете знать. Сейчас вот посмотрим. Так, нет, опять голем. Да что такое? Вы посмотрите, все больше и больше ребят играют с големом. И плюс связка с жуком. Так, ну... Ого, у него еще и Биг Фрост. То есть вы представляете, какая у него тяжелая колода? Голем, Биг Фрост, серьезно. Но я пока не ощущаю, что она у него прям тяжелая. Еще и смотрительница. Да что ж такое? А у меня зато рыцарь. Но сейчас посмотрим, сейчас проверим, как он в 1 на 1 сыграется. Так, смотрителю сейчас будет хана, бомба. Ну, залетела. Вы представляете, успел. Кстати, против меня играет клан Россия. Вот классно, Украина против России.
Люблю такие сражения. Обидно будет проиграть, правда? Но у него тоже, видите, вот эта башня крутая уже. Ну, я взяла свою дворцовую королевскую, потому что я с этими экспериментами, с этими былинками проиграла уже столько, что капец. Придется потом восстанавливать. Ой, промазал своей рыбой вонючей тухлой. Все, рыбка, лети, 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 лети. До свидания. Рыцарь, давай-то рубай. Все, побежал, побежал, побежал. Видели? 1100 кавалер нанес. А рыцарь бы нанес всего ничего, 600 там было бы. Вы представляете? Вот это класс. Так, смотрите, надо ее прибить. Она же двигается вверх-вниз. Ну, чуть-чуть, чуть. О, ну давай, еще чуть-чуть. Вот, хорошо. Хватало, конечно, взорвалась от бомбы, но, по крайней мере, она не залетела ко мне в башню. И это классно. Биг Фрост, хорошо. Опять рыба это. Давно я тебя не встречала, рыба. Так, гравитация, еще и гравитацию. О, побежал! Ой, рыцарь, летающий. О, вы посмотрите, прям он акробат, ё-моё. А что он делает? Что он крутится? Вы видели? Вот это его поплющило вообще. Все, голем его раздавил. О, класс! Еще и бомба моя полирнула его немножко. Так, главное не допустить. Ой! Вот эта связка хорошая. Голем, бомба и пухложук. Ребята, берите на заметку. Отличная. Вы видите? Я... О, ура! Победила. Я еле успела предотвратить, и все равно бомба залетела. Ну, Украина выиграла. Клан Россия, спасибо большое за игру. Итак, ребята, вывод какой? Не стремитесь заполучить прямо все былинки. Ну, колода из всех былинок просто тухляк. Ну, надо она вам. А вот в паре с вашей колодой комбинируйте. Побед вам желаю и до новых встреч. Всем пока!